Ну, то для начала мы должны сказать, у нас в университете Майами есть такая система, что у нас есть с нами придуманная система. То есть это не значит, конечно, что я миллионер. Мне кажется, что это значит только, что мне нужно больше работать теперь у себя в отделении. Ну, и вот тут это, скажем так, вот заявление, о чем я буду говорить и что я имею на это право. Это данные из нашей больницы в Майами. Это данные мы видим у детей 24-31 неделя гестации. И вот пропорция тех детей, которым нужно дополнительно получать кислород. И мы видим, это недели, это не в днях, это в неделях по горизонтали. Более маленькие дети. И мы видим, что у маленьких детей длительность может быть достаточно большой. И почему я показываю? Просто проиллюстрировать, что есть много возможностей, ну, как бы много шансов все-таки, чтобы кислород, поскольку он токсичен, он может вызывать травму. И количество детей, особенно маленьких детей, они родились тогда, когда еще они не были готовы сами самопроизвольно дышать, их система дыхательная была слишком незрелая, и сетчатка тоже незрелая. То есть вы знаете все сами риски, какие могут быть связаны с недоношенностью. И с самого начала, почему, собственно, причины, почему гипероксия считалась такой разрушительной, вот мы видим публикацию университета Майами. Еще до того, как я стал там работать, я помоложе. Но, тем не менее, это исследование было проведено. Это сколько времени эти дети проводят. И показано транскутанные уровни ПО2 выше 80 миллиметров ртутного столба. И мы видим, что у них могут развиваться умеренные или тяжелые формы ретинопатии. Они, те, у которых такое наблюдается, у них очень высокие уровни дополнительно подаваемого им кислорода. И это приводит к патологическому развитию сосудов, сетчатки, и в самых худших случаях это может вести и к слепоте. И я хотел бы показать эти данные за 2008 год. Это различные географические, вы видите, места. И здесь показан риск слепоты из-за ретинопатии новорожденных. И этот риск имеет форму, прямо так можно сказать, эпидемии. Вот эти дети выживают, но исходы не очень хорошие, неблагоприятные. И исходы для таких детей после того, как они выходят уже из больницы, неблагоприятные, им приходится потом в дальнейшем все-таки долго жить, и затраты системы здравоохранения очень высоки. То есть гипероксия, она действует не только на глаза, но и также неблагоприятно воздействует на легкие. Это связано и с уровнем кислорода в артериальном крови и с количеством выдыхаемого кислорода. И были протестированы разные гипотезы. В исследования были включены дети 32-35 недель. И исследователи считали, что безопасно все-таки давать этим детям более высокую
высокую сатурацию, поддерживать более высокую сатурацию кислорода. Вот цель была 91-94% сатурации. Тут более высокие, да, 95-98, высокий уровень. И вот исследование хотело посмотреть, будут ли лучше расти эти дети, развиваться, будут ли у них лучше неврологические исходы. И также смотрели на то, можно ли предотвратить развитие ретинопатии. Это не первичные исходы этого исследования, но в обеих исследованиях сообщалось о том, сообщались легочные исходы, то есть результаты со стороны легких. И почему нужно держать вот детей в этих, скажем так, в этом диапазоне? Потому что мы понимаем, что у этих детей могут быть более тяжелые заболевания легких. То есть мы видим травма, которая может возникать в плане применения более высокой сатурации кислорода. То есть сколько же кислорода нужно? Вот если мы посмотрим на распределение сатурации, вот здесь в процентах, а это процент времени, вот высокая сатурация, группа высокой сатурации, и вот в другом исследовании тоже группа высокой сатурации, и более 20% времени их сатурация составляла в пределах 99-100%. Но это дети, которые дополнительно получают кислород, то есть ПО2, то есть артериальное давление кислорода может быть 90 и 100 до 100. То есть сколько же кислорода вдыхали эти дети. И только стоп-роб исследование сообщило, что до рандомизации, по сравнению с ситуацией после рандомизации, если эти дети были в этой группе, то кислород был такой же или чуть меньше, а в этой группе кислород был 36% и поднимали до 46% для того, чтобы они были в этом диапазоне. То есть повышение было приблизительно на 10%. То есть им не нужно было на 50, на 70% больше, только на 10%, и это было достаточно для того, чтобы дать, для того, чтобы уже долгосрочные исходы со стороны легких ухудшались. И мы понимаем, что если ребенок получает кислород, это не 5, не 10 минут, это могут быть дни и недели. Но эти уровни высокого кислорода в крови, они действуют не только на глаза, на легкие. Есть интересные данные, по крайней мере, которые свидетельствуют, могут намекать на то, что они могут воздействовать и на ЦНС. И исследователи хотели посмотреть на эффект гипокапнии. И они собрали кумулятивные данные из карточек и обнаружили, удивительно, что кумулятивная гипероксемия больше ассоциировалась с развитием ДЦП у очень маленьких детей. И здесь ассоциация была очень сильная. То есть здесь была корректировка по гестационному возрасту. Даже еще выше была эта ассоциация, чем для вентиляции пролонгированной или для гипокапнии. То есть высокие показатели кислорода действуют не только на легкие, как мы уже говорили, глаза, но и длительно они могут иметь воздействие неблагоприятное на неврологическое развитие ребенка. А это дети с БЛД, у них тоже, мы знаем, что есть данные по этим деткам, у них тоже хуже неврологические исходы. Вот эти дети с тяжелой БЛД, может быть, то есть 16%, а тут в первой группе 30%, то есть почти у половины респираторные, дыхательные проблемы. И пропорция детей, у которых появляются нейрологические нарушения с умеренной и с тяжелой БЛД, мы видим очень высокие показатели. То есть
есть не только хуже у них легочная функция, они, конечно, не могут быть спортсменами, что, собственно, ну и ладно, но все-таки им же нужно неврологически развиваться для того, чтобы адекватно, нормально жить. Поэтому мы знаем, что высокая сатурация, она очень разрушительно действует на развитие, то есть надо избегать высокой сатурации, нужно все-таки нацеливаться на более низкие уровни. И было несколько исследований, 3 или 4, которые были проведены в разных странах. Это первое из них, североамериканское исследование, которое называется «Саппорт». Там было больше 1200 детей, и вопрос, который ставился в этом исследовании по поводу БЛД, по поводу ретинопатии и смертности, и вот здесь целевое было 85-89, и сравнивался этот уровень с 91-95. И ретинопатия меньше была, реже в первой группе, где было насыщение сатурации с кислородом. Ниже, вот мы видим, первая строчка – это ретинопатия, потом БЛД, и в конце концов это смертность. То есть у нас есть маятник. То есть если сатурация выше, то это нехорошо для ребенка. Если сатурация слишком низкая, то тут повышается риск смертности. И опять-таки у нас есть баланс, который обязательно нужно поддерживать. Слишком много или слишком мало кислорода, и вот риски есть с обеих сторон. Поэтому очень важно проводить мониторинг и избегать крайностей. Каким образом это делается, каким образом мы это делаем? У нас есть такие мониторы сатурации, есть вот тот режим, показатели, которые рекомендуют врачи для каждой группы детей, есть обязательно какой-то сигнальные показатели. И вот тут первое противоречие. Мы знаем, что все реагируют на сигнал. Да? Очень мало кто реагирует на то, что хочет доктор. Это реальность. Почему у нас разные уровни вот этих сигналов тревожных по сравнению с теми уровнями, которых мы хотим достичь? Это показывает, что все гораздо более сложно с сатурацией. И вот это было показано исследователями. Это дети меньше, чем 28 недель гестационного возраста из 14 госпиталей. В этих госпиталях дети провели только 48% времени с сатурацией в тех параметрах, которые были целевыми для центра, что рекомендовал центр. Но 36% времени это превышало целевые показатели. И вот эти дети получали кислород. Единственное, как можно было получить эти 36%, это потому что они слишком много кислорода получали. 36% времени это практически 9 часов из каждых суток, из каждых 24. Это 2 дня из каждых 7 дней, это 10 дней каждого месяца. Поэтому это очень большое времени, когда дети проводили с высокой сатурацией. Но на 4-й неделе уже после родовой очень тяжело удерживать детей в этих параметрах. Это не только то, что дети меняются, но и иногда недостаточно ресурсов, чтобы помочь этим детям. У детей есть большая нестабильность. Если любую медсестру спросите, очень тяжело удерживать ребенка в тех параметрах, которые вам нужны. Поэтому
Если у вас одна медсестра на одного ребенка или одна на двух детей, вот это процент времени в параметрах этих, а это процент времени с гипероксией. Если у вас одна на трех или на больше детей, вот это реальность, я думаю, во многих центрах, то тогда время в параметрах гораздо меньше, а время гипероксии гораздо больше. И это показывает, что очень сложно и очень много времени нужно на то, чтобы удерживать детей в рамках параметров. Но иногда это не просто, может быть, просто неправильное отношение. В Австралии, в этом центре, они знают, что 95% и 84% должны быть вот эти параметры сигнальные. И они спросили, вот какое количество детей, где эти сигналы, сигнальные параметры стоят на 94 и 85, и большинство 85%, но только 25% было 94%, поэтому многие дети, у многих эти сигнальные параметры были выше. Кто-то потратил время, поменял эти пороговые значения. Почему? Нужно их спросить. Но это, очевидно, было для того, чтобы просто остановить, выключить звук этого сигнала. И нужно обязательно обучать персонал. И вот об этом сообщалось в 2006 году. Это количество времени, когда сатурация больше 94, в основном все время в госпитале. А вот это показывает, это пропорция времени сатурации 98-99-100%, практически 30% времени. 100%, да? Сатурация. И прошли такой процесс образования, протоколов, еще больше образования, и улучшили показатели эти. Самое лучшее, каким образом можно достичь улучшения, нужно образовывать, обучать, мотивировать персонал, потому что, это очень эффективно. Помните, этот персонал 24 часа находится с детьми, но иногда даже самая лучшая мотивация не помогает. Почему это сложно? Потому что дети все время меняются. И вот это пример, это 2 часа. Это сатурация у одного ребенка от очень высокой до очень низкой падает. А это медсестра пытается вручную корректировать подачу кислорода. Очень много времени нужно проводить. Может быть, она была рядом с ребенком, а может быть, была где-то с другим ребенком это время. Поэтому очень тяжело, чтобы дети все время были в тех параметрах, которые нам нужны. В других случаях, и это пример 12 часов уже записи, это кислород, а это сатурация. Вот этот ребенок, видите, у него один гипоксический припадок за другим идет, и вот кто-то видит, что, наверное, слишком много кислорода, сокращает подачу кислорода, тогда тут еще больше идет таких припадков, и включается этот сигнал, кто-то увеличивает кислород, и больше не включается сигнал тревоги. И тогда, наверное, человек идет кофе пить или еще что-то, потому что теперь уже не включается этот сигнал, но большая гипероксия. Если вы не хотите слышать сигнал гипоксии, то можно держать ребенка гипероксическим, и все сигналы выключатся, но это же неправильно. Такое происходит, тем не менее, очень часто во многих центрах, и это из нашего госпиталя мы были очень удивлены. Видя этого, мы однажды попросили медсестру: посидите вместе с ребенком и меняйте кислород. Это все, что она должна делать. И мы тогда посчитали, сколько же раз она должна была это делать. И это было 29 раз за час.
Это, видите, идет вверх, идет вниз, вверх, вниз. 29 раз, это раз каждые 2 минуты. Это очень много работы, но в то же самое время она же не знает, когда следующее время корректировки. Это постоянное внимание требуется сатурации. Действительно, это то, его невозможно достичь реально со многими детьми, потому что слишком они колеблятся. И поэтому мы закрываем эту петлю, эту цепь, и теперь есть система, которая читает эту сатурацию и меняет кислород ребенка. А цель избежать крайностей. Мы пытаемся избежать экстремальных показателей. Тут есть базовая линия. Если сатурация понижается, подается кислород. Если больше еще понижается, или более длительный период времени подается больше кислород. Но то, что тут очень важно, это как только вот здесь подвышается до нормы, то это возвращается на базовый показатель, на базовую линию. Поэтому увеличение кислорода не отличается от того, что вы делаете. Но если вы не будете все время находиться около ребенка, вы не уменьшите кислород до нормы. Это то, что делает автоматическая система. Она и увеличивает подачу кислорода и понижает. Вот как оно работает. Если сатурация низкая, идет вверх, если высокая, идет вниз. Выглядит, смотрят на то, насколько низка сатурация. Если ребенок очень гипоксичный, то даем больше кислорода. Если гипоксичный долгое время, то даем больше кислорода. Если же возвращается ребенок к норме, то аппарат останавливается и ждет. Если ребенку нужно 50%, то даст больше кислорода, чем если ребенку нужно только 25% кислорода. Почему? Потому что этот ребенок, наверное, более больной и, наверное, хуже работают легкие. Это базовые кислороды, поэтому вот это происходит все время. И в вентиляторе теперь у нас есть сатурация, есть кислород, который ребенок вдыхает в этот момент, и есть высокие, низкие показатели, то есть вот то, в рамках каких показателей вы хотите удерживать, и вы больше не контролируете кислород. Вентилятор все это меняет. Вот это по-другому работает. Почему? Потому что если что-то произойдет, случится, то вот это показатель. Если нету сатурации, если канюля выпала из ноги, из руки ребенка, то тогда включается режим бэкапа. И вентилятор все время меняет подачу кислорода, точно так же, как вы могли бы это делать, если бы вы сидели рядом с ребенком. Это не сильно отличается. Вот как работает эта система, видите, все время идет вверх-вниз, реагируя на ребенка. Система не может предотвратить припадки гипоксии, она может только реагировать на эти припадки, поэтому вот это всегда будет происходить, но тем не менее система может предотвратить гипероксию. И вот эта реакция системы, а это в основном нету реакции от медсестры. И тогда вот что происходит с ребенком. А что же происходит, когда медсестра реагирует на ребенка? Опять-таки, видите, вот эта медсестра вручную реагирует, больше гипероксия и больше гипоксия. А здесь вы видите, это с автоматической системой. Оно не идеально, но во всяком случае вы избегаете крайностей гораздо более эффективно.
Это, наверное, самый важный вопрос, тот, что медсестры реагируют на гипоксию, но они не всегда меняют базовую линию. Они видят гипоксию как чрезвычайную ситуацию, они на нее реагируют, но они не реагируют на гипероксию. И автоматическая система, она реагирует и на высокое, и на низкое. Видите, гипероксия, тут ее меньше с автоматической системой, и постепенно сокращается до 21% здесь. И вот проведено исследование, доктор Маната проводил, он был один из наших исследователей, и я помню, наверное, впервые, когда он исследовал ребенка, он был под стрессом, и мы были под стрессом, все было автоматически, мы не могли спать, потому что это было впервые, когда что-то у нас было в автоматическом режиме. И мы тогда взяли 32 ребенка. Это были дети, которые имели очень много эпизодов гипоксии. Это дети, у которых, которые были головной болью для всех. И вот то, что произошло за 24 часа, это сатурация, это ручное, всегда очень высокое. Это вот те показатели, которых мы хотели. Это вот то, что происходит с сатурацией в автоматической системе, это час, каждый час это все идет, возвращается к центру. И очень важно, что кислород очень низок с самого начала, и он ниже, чем обычный, поэтому вы можете удерживать ребенка в тех же показателях с меньшим количеством кислорода. Это, наверное, одно из самых главных преимуществ. И очень важно, что пропорция времени в показателях улучшается, но вот гипероксия значительно меньше в этом случае. Конечно же, она меньше, потому что наши медсестры все время слишком много кислорода подают ребенку, и автоматическая система работает, но преимущества относительны по сравнению с тем, что делает клинический персонал. Если они хорошо это все делают, то не нужна автоматическая система. Но если у вас одна медсестра на 10 детей, то, наверное, автоматическая система вам поможет. Очень тяжелые эпизоды гипоксии, 2 минуты, меньше 85%, больше минуты, 75% и меньше. Система не может предотвратить гипоксию, но она может гипоксию сделать менее серьезной, может смягчить эти эпизоды. Вот это 12 часов на автоматической системе, и вы видите, вот эта линия, да, такая темная. Это базовая линия, и она от 30 до 21% снижается очень медленно, но очень постоянно. И это как раз та наша цель, что постепенно убираем кислород, и если ребенок опять требует кислород, то система подает этот кислород. И за вот эти 12 часов система никогда не останавливается. То есть медсестра не остановила систему. Она продолжала обычную работу, а система, она регулировала подачу кислорода. Вот результат. После исследования мы посчитали, сколько раз врач или медсестра должны были менять кислород 115 раз за 24 часа вручную. И сравните только 15 или 10 раз с автоматической системой. Поэтому мы видим, что это не только лучшая оксигенация, меньше кислорода ребенку подается, но также
Это и экономит, так сказать, усилия персонала. Конечно же, проблемы бывают, потому что кислород не может заменить хорошую вентиляцию. В одном из исследований мне звонит медсестра, она жалуется, что машина нехорошая, не работает, ребенок 21% получал долго, а теперь последние 2 часа ребенку опять нужен кислород. Я пошел туда, снял это на телефон, это дыхательный объем, это сатурация, это кислород, видите, 21%, а потом вдруг выше. Сатурация нормально, потом она ниже, а вот это дыхательный объем, вот это базовая линия, и потом половина вдруг. И вот это данные, мы записывали все эти данные, дыхательный объем, а потом он сократился в половину. И, конечно же, гипоксично. Я спросил, что же случилось. 2 часа тому назад она повернула ребенка, и там канюля, в общем, была проблема с канюлей, автоматическая система помогала ребенку не стать гипоксичным, но не могла заменить клинические какие-то вещи, которые видит медсестра или доктор. Они должны просто обращать внимание, адекватна ли вентиляция. Возможно, это не самое важное, не самое эффективное реагирование, но, может быть, это самое первое реагирование, потом кто-то должен проследить и увидеть, почему же ребенку вдруг понадобился кислород. И, наверное, это происходит то, что если нужен ребенку кислород, они вам звонят, говорят, нужен больше кислорода ребенку, и это вот то же самое. Вот тут больше этих сигналов, и вот система, она проводит мониторинг сатурации, проводит мониторинг высокого, низкого кислорода. И вот это один пример, если кислород светло-зеленый идет до 100%, поднимается, то очень высокий сигнал идет и говорится о том, что ребенку нужно очень много кислорода. Проверьте ребенка, может что-то не так. И если базовая линия зеленая, вот эта темная линия поднимается, то ребенок становится хуже, ему нужно больше кислорода. Вот это, видите, тоже включается сигнал, проверьте ребенка. И вот это то, что происходит. За день до этого ребенок был, наверное, не на 21%. Когда вы утром пришли, вы видите, что ребенок уже на 30%, и вы выясняете, почему. В этом случае вентилятор попросит проверить ребенка, потому что вот эта базовая линия поднялась. Конечно же, это кислород не первая реакция, но вентилятор может провести мониторинг не только сатурации, но также и того, сколько получает ребенок кислорода. И в заключение я могу сказать, можем ли мы поддерживать оксигенацию этих детей. Моя рекомендация, чтобы мы мониторировали детей любыми методами, способами мониторирования, или это артериальная сатурация, неинвазивная или инвазивная. Нам нужно лучше понять, почему такая флуктуация, такие колебания бывают у таких детей, какие у нас ресурсы, ограничения, что мы можем ожидать клинически от своего персонала. Мы всегда должны помнить о риске гипоксии или гипероксии. Конечно, кислород не заменяет адекватную вентиляцию, и мы говорили о тех данных, которые выступают в поддержку этого. Но автоматическое ФиО2, возможно, может улучшить оксигенацию, но в каком диапазоне мы должны держать ребенка, это уже ответственность врача. То есть система вам поможет, но решать нужно вам, в каком диапазоне, на каком уровне держать ребенка. И это вы можете сделать с помощью меньшего количества кислорода.
То есть мы должны соблюдать этот баланс. И вы знаете, что сложно соблюдать такой баланс. У нас есть еще вопросы открыты, какой оптимальный диапазон. Но, тем не менее, мы понимаем, что мы должны избегать экстремальных ситуаций. Вы, наверное, думаете, а что же это такое, что я вам показывала уже неоднократно? Это приглашение. Приезжайте в Майами, у нас в ноябре конференция. В Майами всегда жарко, то есть даже если вам не понравится что-то, собственно, на конференции, вы пойдете на пляж. Вам большое спасибо. И спасибо огромное за то, что вы меня так принимаете. Уважаемый господин профессор, я хочу сказать, что мой госпиталь, мой центр относится к тем счастливцам, которым повезло уже работать с системой, которую вы сегодня презентовали, автоматический подбор ФИО2. И я хочу сказать в ответ на ваше замечание о том, что вы еще миллионер, что у вас есть очень много поклонников, а поскольку это молодые медсестры и врачи, то поклонниц во многих странах мира, потому что каждый день мы говорим спасибо тому человеку, который придумал эту систему. Скажите все-таки в связи с этим, в связи с последними словами, вопрос. Какую вы поддерживаете целевую сатурацию у детей в сроке гестации менее 28 недель? Какая верхняя граница нормы прописана протоколом вашего госпиталя? Вам огромное спасибо за хорошие, за приятные слова. Большое спасибо. В больнице у нас уже долгие годы сатурация 88-95% в этом диапазоне. Наши датчики установлены на 85-95%, но сейчас в последние 6 месяцев эти показатели скорректированы 88-95%. То есть мы скорректировали вот между, скажем так, в этом диапазоне для себя. То есть это не значит, что все дети только 88-95 находятся, и часто бывает нужно больше, выше 95, но это уже сложнее менять. Вы знаете, мы тоже попали в эту же когорту благодаря Виктору Михайловичу Пинчуку. Мы имеем также такой вентилятор. У меня, знаете, какой вопрос? Вопрос такого плана. Вот когда мы используем функцию closed loop, и при поддержании, то есть когда у ребенка идет падение сатурации, я автоматически настраиваю процент кислорода, который будет поступать из дыхательного аппарата к пациенту. Меня интересует следующее. Какой процент кислорода я могу поставить? 50%, 100%. То есть в тот эпизод гипоксии, который будет входить ребенок, что будет лучше? Более быстрое достижение желаемого результата или более медленное в течение, допустим, минуты, двух, когда ребенок идет из этой гипоксии? За счет чего? За счет именно процента концентрации кислорода, который будет поступать из дыхательного аппарата пациенту при той установке, которую я установлю в функции closed loop. Yes. Two different points. Тут два разных момента. Первое, когда автоматическая система работает, если вы устанавливаете, настраиваете кислород, то для ребенка ничего не меняется, потому что это только бэкап, это резерв. Если все остальное не получается, все равно ребенок получает этот кислород. А в том вентиляторе, где есть две кнопки, с которыми можно работать, вы устанавливаете, насколько кислорода ребенок может получать больше. Если вы нажимаете одну из этих кнопок, то автоматическая система уходит в режим ожидания, в стендбай. Эти две кнопки работают в любом вентиляторе, не только с Клио, и они и увеличение вот между этими двумя кнопками 20%. То есть если сейчас
в Майами, и кто-то нажимает там кнопку в моем отделении, то ребенок переходит с 30 на 50 за 2 минуты. Это вручную. Если на Клио мы настраиваем, то есть Клио, поскольку автоматическая система, она постоянно меняет кислород. И зависит от диапазона, который вы устанавливаете. Если вы устанавливаете 90-95, то есть вы желаете такой иметь диапазон, и если у ребенка небольшая гипоксия, то может на 3-4% система будет доставлять больше гипоксии. Если у ребенка большая гипоксия и быстро нарастает, то система будет давать намного больше, добавлять кислорода. Если ребенок не возвращается к норме, то система будет повышать, пока ребенок не восстановится до предыдущих значений. Что лучше, менять очень быстро или очень медленно, это сложно сказать, поскольку для многих детей это по-разному. Некоторых детей это меняется очень быстро, а у некоторых детей медленно. То есть у нас есть что-то посередине, чтобы мы не давали слишком много кислорода, но при этом мы поддерживали этих детей в том плане, чтобы у них не была слишком выраженная гипоксия. И ФиО2 в это же время мы стремимся, чтобы возвращался к норме. У меня вот такой вопрос. Может быть, быстрое повышение, очень раннее повышение лучше? Возможно, да. Но тут нужно помнить, что много таких эпизодов переходящие, и многие дети восстанавливаются сами по себе, без поддержки. То есть мы бы не хотели в таком случае вместе с тем и увеличивать их, скажем так, контакт с кислородом. То есть тут должен быть баланс между слишком много и слишком мало кислорода. Может быть, есть какие-то лучшие способы, и мы всегда слушаем, у кого какие есть комментарии, у кого какие опыт практический, для того, чтобы улучшить систему, усовершенствовать ее. То есть это не то, что записано на скрижалях, скажем так, это все-таки программа, да, компьютерные программы мы можем менять, как мы пожелаем. Может быть, сейчас они не самые адекватные, да, но это, по крайней мере, то, с чего можно начинать. И, конечно, было бы интересно заслушать и ваш опыт, и вообще опыт других людей, потому что на самом деле это именно то, что может помочь нам усовершенствовать нашу систему. Скажите, а пробовали вы пользоваться этим, то есть режимом Closed Loop и плюс CPAP? Да, в лабораторных условиях было использовано это в некоторых центрах Европы, в разных странах. И мы собираемся начать 2 исследования, одно европейско-канадское. В нем будут участвовать где-то 10 европейских центров. СИПАП, назальная IPPV вместе с автоматической системой. Ну и также в некоторых центрах это будет проводиться в Штатах. Это не должно отличаться от интубации, потому что дети на СИПАП более стабильны, чем интубированные. Но с точки зрения клинического опыта, то, что уже применяют центры, я знаю, что у них достаточно хороший есть уже опыт, особенно с применением режима назальной IPPV. Мистер Клор, а скажите, пожалуйста, учитываете ли вы показатель в газах крови и расчетная сатурация? И ваша тактика, если этот показатель снижен, а неинвазивная сатурация в пределах нормы, является ли это показанием к применению кислорода и дополнительной подачи кислорода? Это очень-очень важный вопрос.
only for automatic system. То It есть should be for это не any только baby. для автоматических систем, это должно быть для каждого Any ребенка. automatic system То есть любая depends автоматическая on система oxygen зависит saturation. от сатурации кислорода. If the oxygen saturation that you Если breathe is сатурация not accurate, кислорода не or точная the error is very large, и большая есть your погрешность, response то will ответ be wrong да, by будет that much large mistake. неадекватным, да, исходя So уже if из you этой suspect ошибки. Если that вы a baby подозреваете, что In a baby, the saturation that you read is not accurate. та сатурация, которую вы видите на мониторе, не точная, то есть вы берете газы крови, смотрите, то есть кооксиметрия, да, вы используете, а не расчетные параметры, и вы видите разницу большую. Возможно, тут нужно осторожно подходить к использованию пульсоксиметрии у этого ребенка. Может быть, лучше автоматическую систему использовать для такого ребенка. То есть вот такое клиническое решение должно быть применено, какой конкретный монитор использовать для конкретного пациента. То есть все-таки это за автоматической системой. Есть дети, у которых низкая перфузия, или, может, у них манжета для измерения давления, или, может быть, неправильно установлены датчики. То есть, если у вас есть подозрение, что сатурация, которую вы видите, не точная, то нужно использовать, да, тщательно подходить к оценке этого. В любом случае, даже если у вас нет автоматической системы. То есть, да, мы видели случаи, когда есть большая разница между тем, что установлено на мониторе, и то, что мы измеряем. Фактически, во многих случаях это из-за того, что слишком зажат датчик, зажимает, или где-то какая-то обструкция, или, может быть, в контуре какая-то проблема. New developments. Неонатологія розвивається у всьому світі одночасно, не лише у Сполучених Штатах. Всі зміни, які відбуваються, імплементуються у всіх країнах. Знання передаються через публікації, конференції, як от наша. Наразі ми спостерігаємо постійні зміни у виходженні дітей з критично малою масою тіла, які допомагають не лише покращити статистику виживання таких дітей, але й рівень їхнього подальшого фізичного стану. Аби їхній мозок був гарно розвинений, не було проблем із легенями у майбутньому. Я вважаю, що і надалі необхідно покращувати рівень неонатальної допомоги із акцентом на розуміння проблем, на правильну турботу про легені пацієнта. Тож не можна говорити про необхідність покращення якоїсь однієї сфери неонатології. Треба покращувати рівень неонатології в цілому із перспективою на майбутнє. Коли неонатологія лише зародилася, їй не приділяли багато уваги. У 60-х у президента Кеннеді народився недоношений син, і він помер. Як результат, уряд почав виділяти багато грошей на дослідження. З'явився інститут здоров'я, який підтримував хворих дітей загалом. І відтоді неонатологія почала робити перші великі кроки, і кожне десятиліття відбувалися важливі покращення у статистиці смертності. Покращився рівень піклування про матерів. З'явився сурфактант. Зразу після цього поступово почали покращуватися технології. Наразі ці технології орієнтовані не лише на те, щоб допомогти дитині вижити, але й зробити так, аби вона була здоровою у майбутньому. Тож спочатку кроки були більшими, грандіознішими, але надалі ці кроки не зупинялися. І це важливо. І наразі у світі дуже багато людей, які працюють та цікавляться цією темою, новими технологіями та техніками. Дуже багато країн, що розвиваються, наразі лише починають втілювати головні світові досягнення. Відтак, у них є навіть більше шансів покращити рівень неонатології у себе в країні. Це не одна якась річ. Раніше головною помилкою лікарів була неправильна вентиляція легенів. Однак із покращенням вентиляційних машин та винайденням сурфактанта ця ситуація змінилася докорінно. Дуже важливим для виживання дітей є також розуміння того, що машини – це не вихід, це лише інструмент у допомозі новонародженим. Інфекція може зіграти вирішальну роль у тому, чи виживе дитина.
істина. Нині у перинатальних центрах дуже багато уваги приділяється саме цьому питанню. Я не можу точно сказати, що є важливішим, адже неонатологія – це інтенсивна терапія новонароджених, яка базується на технології. І мені здається, що технології були вигадані, аби служити людям. У цьому випадку – на користь дітям. Але прилад ніколи не буде важливішим, ніж людина, яка працює із цим приладом. Тож це має бути комбінація високопрофесійних лікарів, які постійно вчаться, адже саме навчання – це ключ до успіху, а також гарної техніки. Я вважаю, що не можна розділяти ці два поняття – професійних лікарів та гарне обладнання, адже лише разом вони можуть добитися відмінних результатів. Але провідну роль у цій справі, звісно ж, відіграють лікарі, освічені та мотивовані. Важко відокремити одну країну-лідера у цій царині, адже світ наразі дуже глобалізований і багато досліджень проводяться лікарями без кордонів. Є інституції, університети, які спеціалізуються на певних сферах досліджень у різних країнах. Через це важко сказати, що якась країна більш просунута, ніж інша, але дуже цікаво спостерігати за співпрацею між різними країнами. От саме зараз ми починаємо дослідження одночасно у перинатальних центрах США, Канади та іще 10 різних європейських країн. І новітні технології, як от інтернет, дуже допомагають у цій співпраці. Тож нині кордони не проблема. Я не найкваліфікованіший спеціаліст у цьому питанні. Мої знання про неонатологію у вашій країні базуються на спілкуванні протягом цієї конференції. Я побачив, люди, які брали участь у цій конференції, дуже вболівають за справу, яку роблять. А це найважливіше. Це не вирішує проблему, але завдяки цьому можна знайти багато виходів із неї. Моя особиста мета – не давати відповідей на питання, а стимулювати інших людей, шукати на них відповіді. Я впевнений, що у кожному центрі свої проблеми, і вони зможуть вирішити їх найкращим чином. Впродовж своєї кар'єри я більше концентрувався на дослідженнях, і це завжди важко відокремити якийсь певний випадок із цілої низки. Адже дослідження покликані допомогти усім. Ми винайшли новий тип вентиляторів кілька років тому. Нам необхідно завжди просити дозволу у батьків, аби включити випадок із їхньою дитиною у наше дослідження. Я гарно пам'ятаю одного батька, який вирішив стати адвокатом нашого дослідження. Він підходив до інших батьків і пояснював, чому це важливо, аби вони дозволили включити випадки їхніх дітей у наше дослідження. Насправді, таких батьків було навіть кілька. І я зараз інколи зустрічаю цих людей, і вони бажають нам, аби усе, що ми винайдемо, було доступним для допомоги усім дітям, які цього потребують. Такі конференції, як проводить фонд Віктора Пінчука, дуже важливі. І це дуже гарний вид співпраці. Також ми були б раді бачити у своєму центрі лікарів, медсестер із України. Окрім цього, ми щороку проводимо конференцію у Майямі та запрошуємо на неї людей з усього світу. Торік участь у ній взяли неонатологи із 37 країн. Спілкування між професіоналами дуже важливо, адже у багатьох одні й ті самі проблеми. І зазвичай ми здобуваємо багато важливої інформації протягом зустрічей, на яких ми виступаємо як експерти. На щастя, ринок відкритий. Тож центри у вашій країні можуть мати таке ж обладнання, що й наші лікарні. Ну і, звісно ж, підтримка уряду і фондів, такий як фонд Віктора Пінчука, значно допомагає лікарням. Мої поради стосуються не лише України, а й усіх неонатологів загалом. Ніколи не припиняти вчитися, читати. Адже я вважаю, що стимулювання до знаходження відповідей – це найкращий спосіб покращити ситуацію. Зміни не приходять ззовні, вони мають йти від людини. І ця порада стосується всього світу, також центрів у нашій країні. Мене дуже порадувало, що на конференції я відчув зацікавленість. Це найголовніше.